Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, почему высокопродуктивным коровам крайне необходимы высокоэнергетические добавки. Для того, чтобы обеспечить современную корову достаточным количеством энергии, одних только кормов, которые обладают большим количеством энергии, недостаточно. Необходимы именно специальные энергетические добавки. Увы, тут ничего не поделаешь. Такова генетика у высокопродуктивных коров. Поэтому есть два варианта выбора. Или иметь среднепродуктивных коров, тогда у вас есть шанс обойтись только традиционными кормами. Или приобретать высокопродуктивных коров, и тогда будьте готовы к серьезной работе по обеспечению такого стада полноценным сбалансированным кормлением и постоянным контролем всех его биохимических показателей. Покупку высокопродуктивной коровы можно сравнить разве что с покупкой современного дорогого автомобиля. Если вы купите такой автомобиль и не позаботитесь о его сервисе, то такой автомобиль долго вам не прослужит. И дядя Вася из ближайшего гаража при помощи молотка и волшебного слова ничем помочь вам не сможет. Ну разве что навредит. Вот точно так же и с высокоудойной коровой. Без специальных знаний, контроля биохимических показателей коровы, глубокого анализа кормов и добавок, такая корова долго у вас не прослужит. Одна-две лактации, и то без выхода на генетически запланированную продуктивность. И, к сожалению, ранняя выбраковка высокопродуктивных коров очень частое явление. Самое серьезное испытание для таких коров — это послеотельный период. Сразу же после отела у них наблюдается отрицательный энергетический баланс. А как же ему не наблюдаться, если в среднем при продуктивности 5000 кг молока за лактацию корова продуцирует с молоком 180 кг белка, 200 кг жира, 250 кг лактозы, а также много кальция и фосфора. Представляете, сколько энергии и других питательных веществ необходимо для синтеза всего этого огромного количества компонентов. Повышенная потребность в энергии возникает сразу же после отела. А где же ее взять в этот период-то? Ведь до отела пищеварительная система коровы разгружается. Ее работа замедляется, рубец уменьшается в размерах, микробные популяции рубца сокращаются. После отела пищеварительная система вновь разгоняется, но недостаточно быстро. Способность коровы потреблять корма достигает пика к 11 неделе после отела, в то время как выработка молока, она регулируется гормонально, достигает максимального уровня уже через 5 недель после отела. Таким образом, в первой фазе лактации корова, так нуждающаяся в энергии, не может ни потребить достаточно корма, ни переработать его с достаточной эффективностью. Фокус, что меньше корма, меньше молока получаем, в данном случае не проходит. Дефицит поступающей с кормами энергии не останавливает выработку молока. Корова использует жировые и мышечные ткани организма в качестве источника энергии. Вещества, образующиеся в процессе мобилизации собственных тканей, преобразуются печенью в глюкозу крови. Если глюкозы в крови недостаточно, а потребность в энергии очень большая, то усиленно начинают вырабатываться кетоновые тела. В результате этого возникает кетоз и происходит разбалансировка гормональной деятельности, что в дальнейшем затрудняет наступление стельности. И если для коров со средней продуктивностью эту ситуацию можно подкорректировать дачей высокоэнергетических кормов, например, добавить в рацион патоку, а также высококонцентрированные корма, то в случае с высокопродуктивными коровами при помощи этих компонентов исправить ситуацию уже не удается. Мало того, что все равно энергии будет мало, так еще и нарушается рубцовое пищеварение, так как концентрированные корма вытесняют из рациона структурную клетчатку, и в результате этого меняется микробная флора рубца, что ведет к нарушению пищеварения коровы. Ситуация развивается в логике порочного круга. Недостаток глюкозы заставляет корову перерабатывать собственные ткани, что повышает содержание свободных жирных кислот в крови. Повышение их содержания снижает аппетит, корова еще больше сдаивается с тела, в связи с чем уровень жирных кислот в крови растет. Эта ситуация чревата развитием субклинического и клинического кетоза. Также возникает ожирение печени, ламинит, метрит, атрофия яичников, кисты яичников, мастит, порез, много чего возникает плохого. Нарушение метаболизма влияет на иммунную систему организма коровы и ухудшает течение болезней вплоть до выбраковки. Чтобы минимизировать эти риски, существует ряд рекомендаций. Это и то, что в сухостойный период коровы должны быть в средней кондиции, и что необходимо профилактировать гипокальцемию, то есть очень тщательно соблюдать соотношение фосфора, кальция, и в последнее время стали еще и контролировать уровень магния в сыворотке крови у коровы. Транзитный период за 3 недели перед отелом необходимо начинать давать коровам переходной рацион
для адаптации микроорганизма в рубце. И мало того, что пройти этот период правильно и не допустить ошибок очень сложно, так даже несмотря на это, энергии в рационе новотельных коров все равно не хватает. Единственным экономически эффективным решением описанной проблемы являются глюкопластические добавки, повышающие уровень глюкозы в крови. Основными глюкопластическими веществами являются пропионат и глицерин, которые участвуют в образовании глюкозы на 50-60%. Существуют еще и другие вещества, которые участвуют в выработке глюкозы. Это глюкопластические аминокислоты, такие как аланин, серин и глутаминовая кислота. Они участвуют в образовании глюкозы на 25%. А также глицерол, пируат и лактат, участвующие в синтезе глюкозы на 15-20%. В настоящее время на рынке присутствует много препаратов, способствующих повышению энергии в рационе. В основном действующими веществами в данных продуктах являются многоатомные спирты. Это глицерин и пропиленгликоль, о которых я упомянул выше. Принцип действия данных препаратов основан на поддержании и увеличении уровня глюкозы в крови у лактирующих коров и, соответственно, снижение дефицита энергии, что предотвращает развитие кетоза, приводит к увеличению удоев, содержанию жира и белка в молоке, а также препятствует потере веса. Пропиленгликоль быстро абсорбируется в рубце, очень быстро конвертируется в глюкозу, и он почти не нагружает печень коровы. Начинать использовать пропиленгликоль в рационах высокопродуктивных коров необходимо во втором периоде сухостоя и продолжать после отела в течение где-то 2-3 недель. Также его можно использовать в период пика лактации. В период пика лактации очень хорошо в качестве энергетических добавок подойдут и добавки защищенных жиров. Энергетические добавки в порошковой форме более предпочтительны, чем в жидкой, так как, например, жидкий пропиленгликоль коровам вводить очень неудобно. Но в любом случае без энергетических добавок не обойтись. Очень хорошими энергетическими добавками являются защищенные жиры, но их лучше не применять в период раздоя, так как они могут вызывать образование кетоновых тел в этот период. Лучше всего защищенные жиры вводить в рацион коровы на пике лактации. В послеотельный период наряду с чистыми энергетическими добавками необходимы и другие глюкопластические компоненты, такие как глюкопластические аминокислоты, это аланин, серин. Они участвуют в образовании глюкозы на 25%. Также можно применять глутаминовую кислоту, она участвует в образовании глюкозы тоже на 25%. Глицерол, пируат и лактат, участвующие в образовании глюкозы где-то 15-20%. В этом периоде в рацион высокопродуктивных коров, кроме основных глюкопластических элементов, в рацион необходимо вводить и другие компоненты, такие как дрожжи, аминокислоты, особенно незаменимые, витамины. Высокопродуктивная корова на начальном периоде лактации самостоятельно справиться с их дефицитом не в состоянии. Применение этих компонентов мы рассмотрим в наших последующих видео. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!